Сегодня я покажу вам несложную в приготовлении омолаживающую маску, которую можно применять как на все лицо, так и на область под глазами. Она великолепно питает, насыщает кожу полезными веществами, омолаживает, подтягивает, смягчает видимость морщинок, делает наше личико ухоженным, гладким и сияющим. Нам потребуется одно копеечное аптечное средство. Это жидкий витамин Е. Помимо витамина Е нам понадобится авокадо и оливковое масло. Берем небольшую порцию мякоти авокадо. Девочки, это зависит от того, на все лицо вы будете делать маску или только на область под глазами. Помним, что маску надо использовать сразу, хранить ее нежелательно, поэтому не наготавливаем слишком много смеси. Я буду готовить эту маску только на область под глазами, поэтому вот такого небольшого кусочка мякоти авокадо мне вполне хватит. Добавляем к нашему авокадо пол чайной ложки оливкового масла и минимум 1 каплю витамина Е. Если вы хорошо переносите этот жидкий витамин, то можно добавить несколько капель витамина Е. Все смешиваем до более-менее однородного состояния. Наносим маску на очищенную кожу под глазами, оставляем на 20-30 минут для воздействия. Потом просто убираем влажной салфеткой, не смываем. Можно еще дополнительно промокнуть область под глазами сухой салфеткой. Эффект заметен сразу. Кожа реально преображается. Обязательно оцените эффективность этой маски сами. Можно проводить такие процедуры на регулярной основе, если есть возможность довольно часто приобретать авокадо, ведь это не самый бюджетный продукт. Или по требованию, когда вам срочно необходимо выглядеть свежей и холеной. Сегодня я покажу вам очень простую бюджетную маску для лица, которая обладает невероятным лифтинг-эффектом. Подтягивает овал лица, омолаживает и уменьшает видимость морщин. Нам потребуется всего одно аптечное средство. Это жидкий витамин Е. Второй компонент нашей маски – это яичный белок. Яичные белки уже давно применяются в домашних условиях для подтяжки лица. Они повышают упругость кожи и способствуют практически мгновенному лифтингу. На очищенную кожу лица мы наносим жидкий витамин Е легкими массирующими движениями. Стараемся при этом сильно не растягивать кожу. Оставляем его на лице на 30 минут. Затем поверх наносим яичный белок с помощью кисти. Даем ему впитаться также в течение 30 минут. Время вышло, смываем нашу маску прохладной водой. Помимо потрясающего омолаживающего и лифтинг-эффекта, эта маска очищает поры, а при регулярном применении наша кожа приобретает сияющий вид и становится невероятно гладкой. Действенная маска, которую мы с вами сейчас приготовим, напитает каждую нашу клеточку кожи силами, увядающую кожу сделает более упругой, разгладит мелкие морщинки, а крупные морщины сделает менее заметными. Такая желатиновая маска от морщин наполнит глубокие подкожные слои коллагеном, благодаря этому поверхность кожи выравнивается. Помимо желатина нам понадобится молоко, витамин А и витамин Е, их можно купить в любой аптеке, 1 желток и оливковое масло. Слегка подогреем 5 столовых ложек молока. Добавляем к молоку 1 столовую ложку желатина. Перемешаем и даем желатину разбухнуть в течение 30 минут. Постарайтесь, чтобы в этой смеси не было комочков. Через 30 минут добавляем остальные компоненты нашей маски. 1 желток, по 10 капель витамина А и Е и 1 чайную ложку оливкового масла. Подогреваем нашу смесь на водяной бане до теплого состояния. Наносим маску с помощью кисти на очищенную кожу лица и шеи. Держим в течение 30 минут. Затем умываемся прохладной водой. Чтобы результат был заметным, проведите 10 таких процедур. Лучше их делать через день. Кожа станет молодой, нежной на ощупь, подтянутой и упругой.
Нам для нее потребуется жидкий витамин Е и 4 вспомогательных компонента, которые любая хозяйка всегда найдет у себя под рукой. Это пищевая сода, мед, молотая корица и молоко или сливки. К 1 чайной ложке пищевой соды добавим 1 столовую ложку меда, 1 чайную ложку жидкого витамина Е, пол чайной ложечки молотой корицы и 2 чайные ложки молока или сливок. Все тщательно размешаем до получения однородной консистенции. Наносим маску толстым слоем на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия на 15-20 минут. Затем смываем теплой водой, слегка растирая кожу при этом. Смыв маску, сразу замечаешь, что кожа лица заметно посвежела, посветлела, подтянулась, а поры очистились и сузились. Применять такую маску можно курсом 1-2 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Сегодня мы приготовим домашние антивозрастные патчи, которые используются специально для зоны носогубных складок. Нам для этих патчей потребуется жидкий витамин Е, либо в капсулах, либо такой, как у меня, во флакончике. Второй и последний компонент для наших патчей – это яичный желток. К 1 яичному желтку мы добавляем 3 капсулы витамина Е или 6 капель жидкого витамина Е, как у меня. Все перемешиваем. Из ватного диска вырезаем полоски по размеру, подходящие для области носогубки. Смачиваем их в нашей смеси и накладываем на очищенную от косметики проблемную область. Приляжем и отдохнем от 20 до 40 минут. Это как позволяет вам время. Потом снимаем наши патчи, остатки смеси убираем с кожи влажной салфеткой. Проводить такие процедуры надо, конечно же, регулярно, чтобы увидеть отличные результаты. Можно использовать такие патчи через день в течение 1-2 месяцев, и кожа в зоне носогубки реально преобразится. Морщины станут менее выраженными, а сама кожа более гладкой и упругой. Кстати, остатки смеси можно без проблем несколько дней хранить в холодильнике. Как всегда напоминаю, что перед первым применением, девочки, проводим тест на аллергию на сгибе локтя, на всякий случай. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Positive MM, а также на мой инстаграм «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!